Всем здравствуйте, меня зовут Сибирика, добро пожаловать на мой канал Сибила Таро. Девчонки, сегодня мега расклад, сегодня 12.12, и как не в этот день сделать большой мега расклад. Расклад будет по стихиям, да, по знаку зодиака, к какой стихии вы относитесь. Сделаю абсолютно на все стихии, и на мужчин, и на женщин. То есть такой мега крутой, мега большой расклад. Какая же тема будет расклада? Да, все просто, все как обычно. У меня здесь любовная тема, и расклад, конечно же, будет на тему вашей второй половинки. Какая же половиночка к вам идет? Когда, где, почему и зачем? Все посмотрим, все узнаем. Настройтесь, пожалуйста, на расклад, налейте себе вкусный чай или кофе, расслабьтесь, не скрещивайте руки и ноги и поехали красиво фиячить. Расклад начну готовить и параллельно пока буду болтать с вами, девчонки. Я буду использовать такой вот маленький Ленорман. Не знаю, можно так сказать, такой маленький. Ну, в общем, такую колоду. На этой колоде мы будем смотреть, знакомы ли вы со своим мужчиной, знаком ли мужчина со своей женщиной, и кто будет первый проявляться, кто заприметит. Эта колода мне нужна будет только для этого. Дальше. Я сейчас найду всех королев и королей. И мы приступим. Король жезлов, король мечей, колода большая, неудобно держать. Король кубков. Император нам сегодня не нужен. Королева жезлов. Угу. Королева мечей. Так, короли у нас все. Императрица нам тоже сегодня не нужна. Так, еще одна королевушка где-то потерялась. Вот она. Ну что ж. Короли найдены. Королевы найдены. Переворачиваю и буду брать. Сначала посмотрим на королев. Девчонки, такой маленький лайфхак для вас. Если вы посмотрели вашу стихию по знаку зодиака, да, и что-то вас не цепляет, кажется, не ваше, не то, совершенно не подходит, прислушивайтесь обязательно к своей интуиции, прокачивайте свою интуицию. Общие расклады, они такие, нужно уметь, скажем так, выцеплять информацию для себя, потому что, это общий расклад. Представьте, сколько людей смотрит это видео, и один расклад не может рассказать о каждом человеке. Это невозможно. Поэтому, если интуиция вам подсказывает, что нет, это что-то не мое, посмотрите расклад мужской, который будет следующий сразу же. И посмотрев на мужчину, какая женщина к нему идет, вы, возможно, у кого-то узнаете. Вот такой вот вам маленький лайфхак. Итак. Начинаем мы с королевы жезлов, огненный знак зодиака. Приступим. Королева жезлов. Я не буду делать сигнификацию, потому что мы в данном раскладе... Да что у меня сегодня с русским, господи, вернись, пожалуйста. Мы сегодня цепляемся за эти, господи, девчонки, я что вообще сегодня... Эти, господи, как их кому? Я что-то, девочки, я уже в раскладе, понимаете, я уже там. К стихиям по знаку зодиака, девочки. Мы сегодня к стихиям.
Огненный знак зодиака, лев. Ну, вы знаете, что у меня с ними плохо. Короче, девчонки, огненные, погуглить. Итак, поехали красиво фиячить. Ищем вашего мужчину. Проговариваем еще раз условия для карт. Если мужчина выходит первый, значит, мужчина вас первый заприметит. Если вы выходите первая, значит, вы заприметите мужчину. Если мужчина и женщина по итогу смотрят друг на друга, значит, мужчина и женщина уже друг друга знают. Так, мужчина... Нет, это нам не вот этот мужчина надо. Я забыла, что здесь два. Нам не это, нам не это. Вот он. Мужчина вас первый заприметит. Женщина тоже не это. Мужчина вас первый заприметит. Вот, пожалуйста. Для огненных знаков зодиака вы точно знаете своего мужчину. Что между вами, а между вами гора, горище, горушка. Мой голос, вернись, пожалуйста. Не пугай людей. Так. Ну что ж, девчонки, огненные знаки зодиака. Вы мужчину знаете. Смотрите вы друг на друга. Где-то, может быть, в соцсетях подслеживаете, где-то, может, на работе подсматриваете. Но между вами прям гора. Прям гора, горище. Проблемки какие-то, какие-то ограничения, какие-то препятствия на вашем пути. Хорошо. Точнее, ничего хорошего, конечно, но сейчас подберу для вас колоду. Чтобы потянулась у меня рука к этой колоде. Ну, раз потянулась, значит, надо. Правильно, девчонки? Правильно. Почему нет, когда да? Итак. Настраиваемся. Мужчину вы знаете. Откуда знает наша дама прекрасная этого мужчину? Откуда она его знает? Откуда она его знает? Где она его видела? Где познакомилась? Покажите, пожалуйста. Где видела, где познакомилась? Так, карты не перевернулись, смотреть не буду. Где она видела этого мужчину? Откуда она его знает? Покажите. Покажите, покажите, покажите. Так, встреча какое-то, празднование было. Но сейчас уточним, не обязательно празднование. Ага. Так, девчонки, тут интересно. Тут интересно. Сейчас, мои хорошие. А что мне это? Что это что-то? Опа, две карты сразу. Разбитое сердце, двойственное. Так, девчонки, смотрите. Здесь мне говорится о том, что знаете вы этого мужчину по поездкам каким-то вашим. Куда-то вы ездили, там была встреча. Этот мужчина там был не один. Там во время вашей встречи был этот мужчина и две женщины. То бишь вы еще какая-то женщина. Вот. Что вы мне по рыцарю мечей здесь хотите сказать? Ага. Ну и говорится о том, что какая-то мистика у вас в этих встречах была. Мистика в чем заключается? Что-то какое-то как мистика. Божечки, кошечки. Девчонки, скажу так, что вы на встрече на этой, и здесь может быть не одна встреча, вы могли периодически ездить на встречу с этим мужчиной, где всегда на этой встрече присутствовала третья дама. Это какие-то могут быть рабочие моменты. Это рабочий момент, покажите мне, потому что ни шиша непонятно. Рабочий момент или что это? Так, мужчина вас сразу как-то оценил. Мужчина здесь пентакль. Да, может быть рабочий момент, потому что король пентаклей падает.
Ух ты, елки-палки. А тут мужчина что-то как-то вас, девчонки, ну, нам вышел первый мужчина. Он действительно вас первый заприметил. Вы тут сразу в статус королевы кубков упали. Очень красивая, очень, ну, сразу любимые стали. Просто любимые. Все, вот ее только вижу, никого не вижу. Так, птички. Будьте, пожалуйста, любезны, чуть-чуть потише, благодарю. Ее вижу, других не вижу. Тут какие-то мечтания сразу. Тут он, нате вам, пожалуйста, туз кубков. Здесь чувства на мужчину нахлынули прям моментально. И действительно, это могут быть рабочие моменты, девочки. Ну, не знаю, например, вы там приезжали в банк решать свои дела, да? И по рыцарю жезлов, рыцарь жезлов для меня это в первую очередь это энергии. То есть вы почувствовали по энергиям что-то какое-то, ну что-то не то, что-то какой-то этот мужчина не такой, что-то происходит, что-то в воздухе витает, да, девчонки. И да, такие вы были правы, потому что мужчина здесь вас сразу заприметил, и, ну, королева кубков, господи. Сразу такая... Вот он какую вас увидел, это, господи, она такая нежная, она такая милая, какая-то немножко наивная, какая-то супер добрая. Вот от вас просто вот этой кубковостью, вот этой вуалью доброты, нежности, его просто накрыло. Но в банк вы, например, какой-то приезжали, да, и там вот сидел этот мужчина, сотрудник, и какая-нибудь еще сотрудница рядом, да, либо вы там, я не знаю, господи, ну, к врачу приехали, там, врач, медсестра, ну, или как там происходит, я не знаю. Девчонки, вот здесь что-то такое, какие-то вот периодические встречи. И... Почему-то... А ну, вам мужчина тоже понравился. Тоже понравился. Но не скажу, что прям так сразу, как вы мужчине. Здесь мужчина вас прям сразу увидел. А вы как-то вот по тузу Пентаклей скажу, что и смотря, потому что здесь энергия у нас падает, да, и Луна, какое-то притяжение, какая-то необычная энергетика у мужчины. То есть вы это сначала оценили то, что какая-то необычная энергетика, что-то витает в воздухе, а потом уже только вы воспылали, скажем так, чувствами к этому мужчине. Вот так, девчонки. Вот так. Это какие-то рабочие моменты. Боже, да, это даже может быть начальнику. К начальнику периодически приходили с каким-нибудь проектом, бумажками, а у него там секретарь сидит. Вот это тоже проиграется, что вот мужчина и вы, и еще одна дама. Вот, встреча. То есть как бы тут по-другому никак не протрактуешь. Итак, девчонки, убираем. И теперь задаем непосредственный вопрос, что это за мужчина, пусть нам его покажут. Что за мужчина, пусть нам его покажут. Пусть нам его покажут. Ох ты, ничего себе. Мужчина, созревший до свадьбы. А что у него здесь, господи боже? Ага, тут какая-то семья, что ли, развалилась. Не, здесь что-то мне не идет такого, что семья развалилась. Сейчас, девчонки, будем разбираться. Отношения, что ли, развалились. Ну, что не похоже на это. О чем здесь? Ну, нет, девчонки, по справедливости. Ограничения рухнули. Какие-то мутные отношения у мужчины были. Какие-то мутные. В каком плане мутные? Ну, по Луне, девчонки, сами понимаете. Тяжеловатые, непонятные. Но здесь вот как разрушенные ограничения у мужчины. У мужчины открыты все дороги сейчас на данный момент. Что у тебя там с этой семьей? Долго мужчина сомневался, делал выбор, наконец-то, ну не выбор, принимал решение долго, простраивал планы.
и внутренняя борьба здесь. Потом, ну, потом все-таки закончил, да. Сомневался, обдумывал, передумывал, но закончил эти отношения. Хорошо. Мужчина какой? Мужчина какой? Мужчина, который действительно делал выбор, девчонки. Возможно, на момент вашего знакомства мужчина был не свободен. Но выбрал вас. Выбрал вас. Леош. Ага. Действительно рабочий момент. Девчонки, смотрите, ну здесь очень прям интересно. Не скажу я здесь, что у мужчина закончил отношения только потому, что встретил вас. Не могу такого сказать по энергиям, девочки. Хотя по картам можно такое сказать. И, возможно, для маленького количества моих прекрасных дам это проиграется. Девочки, ну услышьте меня, пожалуйста. Я трактую не только карты, но и энергии. И не пишите мне, пожалуйста, гневные комментарии о том, что вот ты Иерофанта протрактовала как брак, а это разность. Девочки мои милые, во-первых, будьте добрее. Не надо писать мне гневные комментарии. Во-вторых, напоминаю, что карты Таро являются инструментом для практика. И у каждого практика в разных руках этот инструмент работает абсолютно по-разному. Если бы было так просто выучить все значения карт, разложить их и стать тарологом, то, наверное, тарологом был бы каждый третий. И сейчас, в принципе, таролог каждый третий, но толку с этого мало. Таро – это лишь инструмент. Таролог работает с подсознанием, с интуицией, с потоком, с энергиями. Это все не так просто. И если вы видите карту умеренность и говорите, что это спокойствие, умиротворение, то здесь по энергиям это далеко не спокойствие и не умиротворение. Это желание какого-то спокойствия и надежду на то, что, точнее сказать, здесь мужчина пытается успокоиться, чтобы простроить какие-то планы, простроить какие-то дорожки, простроить какие-то варианты. Еще раз напоминаю, я читаю энергии, я смотрю картинки, и только потом у меня идет значение карты. Поэтому, девочки, не тратьте свою нервную систему, не пишите гневные комментарии. Берегите свою ауру. Не поганьте ее такими плохими высказываниями и посылами, потому что вам все возвращается, мои хорошие. Итак, возвращаемся к мужчине. Действительно, у мужчины был выбор. Не могу сказать, что здесь по энергиям мужчина увидел, влюбился и пошел делать выбор. Нет. Здесь я уже чувствую, руку приложили родовые, да, я с ними работаю, и я их узнаю среди тысячи энергий. Итак, мои дамы, здесь очень интересно. Руку здесь приложили родовые, руку здесь приложили высшие силы. Это однозначно чувствуется. Почему? Потому что здесь такое ощущение, что было все выстроено так, как было. И все случилось так, как было задумано. Ваша встреча была абсолютно не случайной. Это раз. Поэтому ваша здесь интуиция, а вы у меня, девочки, огненные, а у огненных интуиция, она «здравствуйте, приехали» называется, конечно, она есть. И вы уже здесь почувствовали, да, что-то витает в воздухе, что-то необычное, что-то мистическое, и это совершенно верно. Здесь такое чувство, что мужчина пересидел в своих уроках, то бишь в своих отношениях, которые были для него кармические. И в этих отношениях за счет своего ангельского терпения мужчина пересидел. И таким образом высшие силы и предки рода вывели мужчину из этого состояния. То есть его буквально, ему дали волшебного пенделя, чтобы он начал принимать решения, начал переосмысливать, начал
смотреть на эти отношения с другой стороны и принимать какие-либо решения. И, конечно же, этим волшебным пенделем были вы, моя хорошая. Ну, здесь очень интересно, если по энергиям все это описывать, девочки, это где-то на час. Сегодня не будем затягивать, у нас и так мега расклад. Я думаю, смысл, да, понятен, общий, как бы, все понятно. Понятно, Аня, что ничего не понятно, да? Ну да ладно. Какой еще этот мужчина, чтобы вы его узнали? Мужчина в страхах сейчас. А чё ты в страхах? Очень много мечтает, девочки, очень много мечтает о вас. Дается мужчине энергия для действий. Я так понимаю, здесь мужчина никак не проявлял свои чувства? Или что? Мужчина не проявлялся? На работе нам подтвердили рабочий момент. Разбитое сердце. Почему? Ну, как вам сказать, девчонки, всю судьбоносность происходящего мужчина, конечно же, чисто интуитивно, да, на подсознании считывал. Разбитое сердце почему? Притяжение сразу же возникло безумное к вам, девчонки, возникло. Ну, здесь трансформашечка. Здравствуйте, приехали, как говорится. А кто не успел, тут опоздал, да? Ну, что сказать? Я же сразу сказала, девчонки, в начале, что здесь руку приложили высшие силы и предки рода. Это сразу по энергиям чувствуется. Мужчина воспылал к вам безумной страстью. Эта страсть, девчонки, его безумно напугала. И сердечко здесь, которое было разбитое, заледеневшее, что-то начало оттаивать, что-то начало шевелиться, да, и пошла трансформация. Я, как и говорила ранее, мужчину здесь целенаправленно выводили из отношений, которые уже давным-давно должны были закончиться, где он давным-давно должен был проработать все свои уроки. Я вижу здесь карту страха. Карта страха не касается его сейчас уроков, его прошлых отношений. Карта страха относится непосредственно к вам, мои хорошие дамы, мои прекрасные императрицы и богини, и верховные жрицы. Люблю вас, девчонки, даже когда вы пишете гневные комментарии, я все равно вас люблю. Что за страхи? Чего ты так боишься мою даму? Ну страх, потому что мужчина влюбился. Король кубков. Девчонки, вышел наш король. Поприветствуем нашего короля кубков. Здравствуй, мой хороший. Это водная стихия. Любит мужчина воду, может жить рядом с водой. Водяной такой, девчонки. Ну, что сказать, мужчина-то сам по себе, кубковые короли, они, конечно, прекрасны, но чисто для меня, я люблю кубковых королей, они такие мягкие, они такие чувствительные, они такие ранимые, они такие добрые, и знаете, вы своего мужчину узнаете 100%, потому что у короля кубков у него необычайно добрый взгляд и добрые глаза. Вот их невозможно забыть. Вот эти добрые, моргающие, смотрящие на тебя глазки, их забыть невозможно. Это глазки такого, знаете, преданного, любимого пёселя. Ну, в хорошем смысле, девчонки. Ни в коем случае я мужчину собакой не называю. Я думаю, вы меня поняли. Ну что ж, очень интересная пара у нас здесь получается. Вы такая огненная, а мужчина такой водный. Но, возможно, девчонки, после пережитых препятствий на своем пути вы поняли, осознали, что вам нужен мужчина любящий, вам нужен мужчина нежный. Надоели вам эти все брутальные мужики, вам хочется вот нежности, спокойствия, гармонии, что-то такого. Ну хорошо, что еще тут за страхи? Ну потому что вот, девчонки, ну посмотрите, что творится, просто что творится. Мужчина показывает вас парой. Я нашел свою пару, я влюбился безумно. Вот эта любовь, она меня всего уже заполнила. А страхи-то в чем? В чувствах. Эти чувства его пугают. В осознании того, что вы для него безумно ценна, и он не знает, что теперь с этой ценностью делать. Но он знает точно, что моя, и никому не отдам, да, девчонки? Интересно. Страхи-то в чем? А страх, девчонки... Девчонки, а здесь все просто. А страх проявиться. Страх написать, страх проявиться. Почему ты так боишься? Она тебя что, укусит, что ли? Я не пойму. Девчонки, боится отказа.
боится, что вот он протянет вам этот кубок любви, а вы скажете, ты что, охренел? Извините. Ждет. Чего ждешь? Ждет исполнения своей мечты. Девчонки, ну у нас здесь немножечко мужчина как-то, ну я бы сказала, что это инфантильный мужчина, да, немножечко незрелый. Ой, но учитывая то, что мужчина в трансформации, девчонки, мы можем это понять, да, вот кто проходил трансформацию, тот прекрасно поймет, что, о, Господи, что там творится, там все чувства, мысли, все вперемешку. И такое ощущение, что сейчас мужчина... За счет того, да, что родовые и высшие силы здесь чувства обострили до предела, сейчас мужчина вот в этом котле чувств, он варится и как бы, ну, не в состоянии он пока что четко соображать. Четко соображать. Ну, Господи, что тебя спросить там? Как ты сам себя видишь? Покажи. Покажи, как ты сам себя видишь. Ну, на распутье, да, я себя вижу, что надо двигаться. Ну, здравствуйте, приехали. Видит он себя солнышком таким. Я не понимаю, уже эгоизма, что ли, здесь? Ну, нет, вот как раз эгоизма сейчас, девочки, прорабатывается. Было такое, было. Мужчина такой знал себе цену, такой был уверен, что он прекрасный, распрекрасный, и любая дама... прыгнет в его объятия, ну, что-то пошло не так, да, и вы, моя прекрасная дама, в его объятия не прыгнули. Ну, бывает, бывает, потому что трансформашечка. Ну что, здесь мужчина закрываться начал, обороняться от своего эго. Это он сам нам говорит. Мужчина вас безумно желает, пылает страстью к вам, вы для него как учитель, мужчина у вас обучается, и действительно мы видим, что мужчина обучается, мужчина духовно растет. Поздравляем его с этим, но вопрос логичный, а что моей даме с этого? Скажите, пожалуйста, высшие силы, а что моей прекрасной даме, которая смотрит это видео, ей что с этого? Ему вот эти уроки, духовный рост, вот ей что с этого? А для вас это что-то новое. А для вас это ваша сила. А для вас это стабильность. Ох ты, какие интересные намеки высшей силы нам дают. Итак, мои хорошие, для вас это абсолютно новые отношения. Это абсолютно новый мужчина. Никакой не бывший. Совсем нет. Это новый мужчина. Здесь... Мужчина, скажем так, должен поднять вашу самооценочку, должен поднять вашу женскую силу, точнее, уверенность в ней. И какую-то стабильность здесь мужчина должен принести. И что же этот мужчина может дать моей прекрасной даме? Ух ты! Возрождение когда-то ушедших чувств и радости из вашей жизни, моя прекрасная дама. То есть были в вашей жизни уходы с чувствами, разочарования и, скажем так, у кого-то и треугольники проиграются, у кого-то просто что какая-то вот радость из жизни ушла. Вроде все есть, вроде жаловаться не на что. Но вот нет какой-то радости, не наполняет наше сердце, нашу душу радостью. Вот нет этого. И здесь мужчина идет, чтобы это все возродить в вас. Возродить. Идет вам в качестве будущего мужа, будет вас безумно любить. Ну, конечно, это ж кубковый. И, ну, будет вас безумно любить. Девчонки, у меня на этом все. Я думаю, для чего вам этот мужчина, абсолютно понятно. Переходим к нашей следующей даме. Если, девчонки, расклад вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий. Принимаю, пусть Вселенная в своем блокнотике вас отметит и все самое прекрасное и восхитительное направит в вашу жизнь. Да будет так. Поехали дальше. Переходим мы к дамам воздушных знаков зодиака. Суровые наши королевы мечей. Здравствуйте. Я приветствую вас, мои прекрасные, мои хорошие, мои самые умненькие и непробиваемые железные леди. Здравствуйте. Ну что ж,
Тасую зачем-то Таро. Зачем? Если мне нужен Ленорман. Ну, бывает, бывает. Давайте подождем буквально секундочку, чтобы я переключилась с тех энергий на ваши. А то сейчас будет какой-нибудь мужчина пробиваться в расклад и еще что-то. Немножечко переключимся. Немножечко переключимся. Так, поехали. Знаете ли вы этого мужчину? Мужчина выйдет первый, он вас заприметил, вы его заприметили, смотрите друг на друга, значит, уже знакомы. Ничего себе. Так, у нас здесь дама первая вышла. Дама заприметит мужчину. Нет, вы не знакомы. Здесь, мои хорошие, вы не знакомы. Оставшиеся карты я тасую между вами. Тучи. Нет, вы друг друга не знаете, мои хорошие, не знаете. Не знаете, не знакомы, не предполагаете существование друг друга. Абсолютно точно, совершенно точно. Ну что ж. Какой мужчина идет к вам? Какой мужчина идет к вам, мои дамы воздушных знаков зодиака? Я напоминаю, что расклад общий. Не цепляйте на себя чужую информацию. Если с вами не резонирует, вам не подходит, не нужно писать гневные комментарии. Расклад просто не ваш. Он общий. Вас много. Учитесь слышать свою интуицию и брать себе только то, что вам нужно, то, что вам нравится, то, что откликается в вашем сердце. Итак, мужчина. Здесь мужчина, созревший для начала новой жизни, в буквальном смысле созревший, проходивший какие-то испытания, проходивший какие-то трудности. Сейчас мужчина готов к романтическим отношениям, готов к женитьбе, к браку, к семье и готов идти в новое. Вот так. Интересно. Какой мужчина? Знаете, мужчина очень решительный, очень. В нем тут сочетается несочетаемое. Ну, что хочу сказать. У мужчины разбито сердце было, конечно же. У кого оно не было разбито, да, девчонки? Разбитое сердечко. Чем проявляется его вот эта вот сердечная травма? Проявляется в некой агрессии. То есть мужчина может вспыхнуть с полоборота, как говорится, завестись, как машина с полоборота. Ну, не всегда это, конечно, хорошо. Ну, что поделать, такой мужчина нам показывается. Но при этом показывается, что мужчина очень чувственный, умеет любить, наполненный достаточно, романтичный. Но вот есть в нем вот это вот разбитое сердечко, дает о себе знать какой-то излишней агрессии. Скажите, пожалуйста, сразу назревает такой вопрос, а опасна ли эта агрессия для моей прекрасной дамы? Ну, для моей прекрасной дамы он тоже с мечом, но пажик. Не могу сказать, что прям какая-то опасная, но помутнения такие у него бывают, да. Но заключается суть решения вопроса в том, что мужчина может этим управлять. И как бы если надавить, то мужчина научится подавлять вот эту свою агрессию. Но есть такой минус, девчонки. Какой-то еще. Здесь мужчина, опять же, вот мне идут эти энергии разбитого сердца, ну, разочарование в жизни какое-то было, хотя мы видим, да, что у нас таких карт не выпало, но опять же, я говорю, я читаю по энергиям. Разбитое сердечко мужчина запивал горячительным. Это есть такое, но с этим сейчас покончено. Этот цикл в жизни у него закончен, вышел он из этого замкнутого круга, потому что мы видим туз Пентакли. Здесь мужчина берет шанс на новую жизнь, действительно.
Что-то очень сильно переживал, страдал мужчина. Какой ты? Какой ты? Чего ты ожидал от своей бывшей? Чего ожидал? Ну, что она будет бороться хотя бы за эти отношения, бороться за него, выберет его. Ну да, что будет бороться, что будет как-то защищать эти отношения, как-то стремиться к нему, но не дождался. Хорошо. Нам не очень интересно там про твою бывшую смотреть. Скажи, пожалуйста, какой ты? Какой ты? Что ты меня здесь перевернул? Учится, учится. У нас все мужчины что-то учатся. Ну, учитесь, мои хорошие, учитесь. Учение свет, а не учение тьма. Итак, какой ты? Ну, мудрец, помудревший, да? Много пережил. Здесь сейчас такой стабильненький. Ну, я говорю, мужчина готов к семье. Ой, 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 ой. Ой, говорит, я стабильный. Я сама стабильность. Я стабильняшечка стабильняшного. То есть здесь просто мужчина помудревший, поумневший, духовно выросший, готовый к семейным отношениям, имеющий какую-то финансовую подушку, финансовую стабильность. То есть здесь мужчина, как говорится, научили, взрастили, запаковали, бантик повязали, берите, пожалуйста, не хочу. Ну что ж, дамы, интересно, интересно. Земного знака зодиака может быть у вас мужчина? Ну, давайте самое интересное, где вы встретитесь, как вы познакомитесь. Где вы встретитесь и как вы познакомитесь? Где произойдет встреча и как? 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 Ой, ну как и где мужчина взбрыкнет. Что-то, как я и говорила. Ой, девчонки, ну здесь интересно. А что ты мне по... Ага. И о чем? Божечки, кошечки. Ух ты. Девчонки, здесь какая-то интересная ситуация получается у нас. Мужчина здесь своей агрессией блеснет. То есть увидите вы его, заприметите только за счет того, что мужчина будет агрессировать. Его вы поэтому и увидите. Но агрессировать он будет что-то по справедливости. Что-то несправедливое случится на его глазах. Мужчина не смолчит. Здесь какой-то... Вот знаете, мне почему-то пошло, что, возможно, где-то вот в каком-то месте треугольничек случится, какая-то дама увидит своего мужчину с кем-то, и вот здесь вот что-то, может, мужчина начнет на нее, ну, здесь по пятерке мечей, что-то как-то нечестно, некрасиво себя вести по отношению к этой даме. Ну и здесь у мужчины, как говорится, пукан пригорит, он прям на место поставит этого говнюка, хочется сказать. Ну, если хочется, значит можно. Ну что ж, вот так интересно, а что это за помещение будет, или улица, или что это вот как? Прям драка, возможно, девчонки. Питейно-жральное заведение я называю. Девчонки, ресторан, кафе, бар, клуб, где люди выпивают обязательно, есть алкоголь, кушают вкусно, веселятся, радуются. Действительно, мужчина здесь агрессивно себя поведет, но как бы агрессивно во благо, вот нам здесь это уточняют, потому что несправедливость какую-то увидит, девчонки, так вы его и заприметите, что дальше будет. А что будет происходить дальше? Наш мужчина-то нашу прекрасную даму заприметит в этот момент. Боже мой, девчонки, у меня такое ощущение, что вы в этот конфликт как-то вмешаетесь, либо слово свое какое-то скажете, вы же королева мечей, господи, вы как скажете, там, извините, мало не покажется. Здесь мужчина увидит, господи, ничего себе, то есть вашу силу, во-первых, силу женскую, да, притягательная, обворожительная, красивая, да еще и сильная, для него это что-то новенькое, и вот тут вот десяточка пентаклей, господи, боже мой, что за дама, мне б такую, да? Угу.
Мужчина будет вам всячески демонстрировать, что у него прекрасная работа и у него с денежкой все хорошо. Ну и, конечно же, будет сразу же демонстрировать свои чувства. Начнутся ухаживания. Безумно вы его тянуть будете по луне. Здесь мужчина долго вокруг да около ходить не будет. Всех желающих к вам подойти, познакомиться, будет дубиной отбивать. То есть нет, девчонки, все, он вас не отдаст никому. Никому не отдаст, в лодку посадит, скажет: все, ты моя, поехали в семью. Вот такой мужчина к вам идет. Скажите, пожалуйста, ну, моя дама, моя прекрасная дама, вот она в этих отношениях, в этом замужестве, как она себя будет чувствовать? Под защитой, под тотальной защитой мужчины. О чем здесь разбитое сердце? Ой, девчонки, нам напоминают, девчонки, вас здесь как бы предупреждают. Девочки, мужчина вспыльчивый, вспыльчивый. Это вам будет ранить сердце. Вы должны либо с этим смириться, либо не принимать такого мужчину. Мужчина вспыльчивый. Вот как будто он будет вот этим ножичком вам по сердцу, ножичком по сердцу. Либо вы его принимаете таким и не обращаете на это внимания, либо, как говорится, ну вот как я, понимаете, я сначала говорю, потом вижу карты. Либо вы его принимаете таким и не замечаете этого и любите его, либо, как говорится, адьос, амигос, мне такого не надо. Девчонки, выбор за вами. Ну что ж, такой у меня был расклад для моих прекрасных королев мечей. Знак зодиака воздушный. Не забываем написать в комментарии: принимаю, не принимаю. Пусть Вселенная вас увидит и исполнит. Поехали дальше. Королева кубков. Прекрасные дамы водных знаков зодиака. Нежные, чувственные, ранимые, любящие. Мамочки прекрасные. Ну что ж, ищем вашего мужчину. Знакомы ли вы с этим мужчиной уже? Кто первый из вас будет действовать? Кто первый из вас заприметит свою половиночку? Хорошо, перетасую. Пока тасую, девчонки, переключусь с тех энергий на новые. Вы можете ускорить видео, воспроизведение видео, чтобы не тянулось это видео так долго для вас. Немножечко переключимся. Итак, поехали. Проговариваю, как всегда, девчонки. Это я не для вас проговариваю, это я для карт проговариваю. Если первым выходит мужчина, мужчина первый заприметит, мужчина первый будет действовать. Если выходит дама, дама заприметит, дама первая будет действовать. Если мужчина и дама смотрят друг на друга, то данная пара уже друг с другом знакомы. Опа. Мои прекрасные королевы кубков. Ваш мужчина совершенно где-то рядом. Абсолютно точно. В вашем поле уже есть мужчина. И вы тоже рядом. Это вообще, это просто сказка какая-то. Вы друг друга знаете. Мужчина в вашем поле. Мужчина с вами общается. Мужчина имеет с вами какую-то коммуникацию. Мужчина, мне почему-то идет даже телесный контакт какой-то у вас, возможно, есть. Там за руку здороваетесь и так далее. Обнимаетесь и так далее и тому подобное. Что между вами сейчас? Любовь. Это пара однозначно. Водные знаки зодиака. Вы сейчас находитесь в отношениях с мужчиной. Мужчина у вас новый. Это новые отношения, только что зародившиеся. Ну что ж, поехали. Он будет вашим мужем. Вы уже знаете ответ на этот вопрос. Но чтобы вы конкретно узнали своего мужчину, смотрим, какой он. Покажите нам, какой это мужчина. Мужчина с чувствами, с которым у вас сейчас происходит свидание. Или уже было хотя бы одно свидание. Точно было, девочки, точно было. Мужчина влюблен. Еще раз подтверждаю свои слова. Мужчина действительно влюблен. У вас происходит встреча, свидание.
Для мужчины вы видитесь какой-то мечтой, какой-то нереальной, не с этой планеты. Действительно, здесь очень глубокие чувства, глубочайшие. Действительно влюблен, действительно мечтает о вас, вы его мечта, вы его сокровище, вы его звездочка, вы, возможно, в каком-то своем кругу достаточно известный, популярный, возможно, вы известный, популярный за счет интернета, у вас какой-нибудь аккаунт там в Инстаграме достаточно популярен, канал на Ютубе и так далее и тому подобное. Может такое пройти. Ну, не для всех, девчонки, расклад общий. Слушайте свою интуицию. Земного знака зодиака может быть мужчина, но не обязательно. Здесь мужчина работает в каких-то правоохранительных органах. Что по дураку? Дураком себя чувствует, девчонки. Влюбился как дурачок. Вот влюбился как дурачок. Вы его так безумно притягиваете к себе, что, казалось бы, у нас пентаклевый король, король, который построил свою стабильность, который умеет зарабатывать деньги, умеет их копить, ими распоряжаться при статусе мужчина. По справедливости это могут быть какие-то правоохранительные органы, судебные. Господи, скажите, я вам скажу, у меня уже язык все не может работать. Здесь военные также пройдут, девчонки. Ну, все вот, что связано с законом. Закон, военный это тоже закон, полицейский это тоже закон, судья это закон, ну, адвокат, юрист это закон. Господи, даже элементарно просто мужчина имеет свою адвокатскую фирмочку, да, это тоже дело имеет с законом. Но это я вам примерно, чтобы вы понимали, расклад общий. Чувствует себя дурачком. Вот он такой стабильный, такой уверенный в себе при статусе мужчина, и тут подвис на вас просто как дитё. Влюбился как мальчишка, хочется сказать. Влюбился как мальчишка. Вы к этому мужчине как на данный момент? Ох, сегодня меня несет, девчонки, прям по энергиям прям меня распирает. Ой... Матерь Божья. Ну что, во-первых, встреча с этим мужчиной доставляет вам неимоверное удовольствие, радость. Вам с ним как-то очень легко. То есть беседы настолько непринужденные, нету никакого дискомфорта, какой-то настороженности. Нет. С этим мужчиной безумно интересно, с этим мужчиной безумно комфортно, с этим мужчиной безумно легко. Можно поговорить на любые темы. И такое ощущение, что вы ловите себя на мысли о том, что я о таком мужчине мечтала. По дьяволу говорится о том, что у вас появляется очень сильное притяжение к этому мужчине, и даже, я сказала бы, зависимость. Вам жизненно необходима встреча с этим мужчиной, дабы наполниться, дабы почувствовать себя счастливой, девочки. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Мужчина, это ваш будущий муж, я напоминаю. Я напоминаю, мы здесь не просто кавалеров смотрим, мы здесь будущих мужей смотрим. В новом году, вот в 2025, сделает мужчина это предложение своей прекрасной даме. Планирование будет. Изменения. Да, девчонки, но здесь как-то, знаете, девочки, будут какие-то сомнения, что-то вот как-то... ну разбитое сердечко, понятно, куда же без него, господи, ну ничего страшного, преодолеет, в новое вы выйдете, шестерка мечей у нас выпала, мудрость. Ну, любимая женщина, вот знаете, девчонки, как сказать, будут сомнения, что, нужно ли мне это, нужен ли мне этот брак, у нас и так все хорошо, может быть, здесь он был в браке, может быть, что, я не знаю, уж мы не будем так глубоко смотреть, мои хорошие, вы меня простите, пожалуйста, время тикает, а вас еще очень много. Ой, мои хорошие, не скажу, что он прям здесь поплывет, растает от своих чувств и сделает вам предложение. Здесь мужчина будет обдумывать. Но в 2025 году, по крайней мере, совершенно точно, какие-то намеки, посылы и обозначения вас любимой и единственной женщиной будут.
будут. Не могу сказать совершенно точно, что он прям сделает вам предложение в 2025. Но, девчонки, жить вместе в 2025 точно станете. Однозначно. Вот такой у меня был расклад для вас, мои прекрасные королевы кубков. Прописывайте принимаю, не принимаю. Поехали дальше. И у нас здесь земной знак зодиака, королева Пентаклей. Здравствуйте, мои прекрасные дамы. Таро почему-то начала тасовать. Не знаю зачем, хорошо начала тасовать, значит перетасуем. Но мне нужно сменить энергии, мои хорошие девочки. Вы можете это перемотать. Я, к сожалению, так быстро переключиться не могу. Мне нужно немножечко времечки. Времечки мне нужно. Итак. Переключаемся. Совершенно интересная и позитивная история была предыдущая. Такие приятные энергии, такое тепло, такая вуаль романтики. Потрясающе, потрясающе. Будьте счастливы, мои прекрасные дамы. Будьте счастливы, любите себя, верьте в лучшее. Наша вера, девочки, наша вера, она творит чудеса. А в то, во что мы верим, то и происходит, мои прекрасные дамы. Каждая дама, я считаю, каждая дама – это тонкая, тончайшая энергия, которая может творить, девочки. Мы созданы, чтобы творить. Мы созданы, чтобы продолжать жизнь на этой земле. Мы созданы творить. Мечтайте, думайте, визуализируйте. Все исполнится, моих прекрасных дамы. Все исполнится. Все у вас будет. Вы будете счастливы, вы будете прекрасны, вы будете восхитительны, вы будете на троне, мои прекрасные королевы. Я вам этого желаю. И всю свою энергию, у меня аж мурашки побежали, посылаю вам для помощи, девочки мои, для помощи. Итак, проговариваю еще раз, господи, хотя уже язык болит. Но я сегодня в ударе, девчонки, я сегодня в ударе, меня распирает. Итак, если мужчина выходит первый, значит, мужчина вас первый заприметит, мужчина первый будет действовать. Если выходит дама, дама будет первая действовать, дама заприметит. Если смотрят друг на друга, значит, эта пара уже знакома в реальной жизни. Покажите, покажите. Мужчина для наших прекрасных земных знаков зодиака, да. Мужчина вас первый заприметит, мужчина вас первый увидит. Знакомый, но по энергиям, девочки, говорю сразу, как-то вот, как будто как мимолетно. Всего лишь 2 карты осталось. Между вами ключ. Девчонки, здесь однозначно как-то мельком, где-то как-то ненавязчиво, а мужчину вы уже видели. Тут точнее вот у меня по энергиям идет, мои хорошие, что он вас заприметил, а вы о нем ни сном, ни духом, девочки. И у него ключик. Вот такие дела. Вы понятия не имеете, о ком я сейчас буду говорить. А он вас уже заприметил. Ну что ж, покажите нам этого прекрасного мужчину, а он обязательно прекрасный, к моим дамам плохие мужчины не приходят. Девочки, мы здесь на этом канале творим магию, мы здесь себе создаем такое энергетическое поле, в котором мы творим, в котором мы исполняем свои желания. Сила мысли, она необычайно мощна. Поэтому пишите в комментариях, мы здесь будем создавать свое волшебство, мы будем свои мечты воплощать в реальность, так как мы это умеем, мои прекрасные волшебницы. Будем творить то, что мы хотим. И творим мы здесь прекрасное, и царит у нас здесь добро и позитив. И любовь, конечно, любовь. Долго ты, говорит, тасуешь, давай говори. Ну что, мужчина действительно вас здесь заприметил, девчонки, заприметил. Вы такая дама, ну, о чем здесь речь? Мы смотрим на королеву Пентаклей, выходит королева Пентаклей. Здравствуйте.
Значит, вы здесь дама такая при статусе, вы здесь дама такая при финансах, вы здесь дама ухоженная, вы прекрасный со всех сторон, абсолютно. Очень манерная, очень воспитанная дама, прекрасное воспитание, прекрасное образование. Здесь королева королев. Мне такие энергии идут. Ой, девчонки, мурашки прям, не знаю, видно, нет. Энергетика бешеная пошла. Здесь дама, вот хочется сказать, голубых кровей. Конечно, он это заприметил. Конечно, он это заприметил. Говорит, что в прошлом заприметил. Девчонки, здесь чувства, все, приплыли, как говорится, мужчина влюбился. Готов вас защищать, оборонять, никому не хочет отдавать. Девчонки, здесь прям вот за вами какой-то мужчина наблюдает и безумно ревнует, и готов здесь биться с каждым, кто к вам подойдет. Вот такое вот интересно. Хорошо, а самого мужчину нам покажите, чтобы моя прекрасная дама, моя богиня, его узнала. Следить за вами, девчонки. Возможно, у вас есть какое-то предчувствие, какое-то ощущение. Я напоминаю, дамы, что мы, дамы, достаточно тонкие такие, тонкие существа в плане энергии. Мы чувствуем, когда на нас смотрят, когда к нам негативно настроены. Мы тонко чувствующие создания. И я уверена, что каждая из вас будет чувствовать, если за ней кто-то наблюдает. Ну, вы согласны со мной, девочки? Если согласны, напишите в комментариях, что я не заблуждаюсь, что мои убеждения верны. Ну что ж, наблюдают, девчонки наблюдают где-то в соцсетях, может быть, где-то на работе. Сейчас мы уточним этот вопрос, мне самой любопытно. Где ты там за моей прекрасной дамой наблюдаешь? Давай, рассказывай, где наблюдаешь? Интернет, девчонки. Вот вам и ответ. В интернете наблюдает. Любуется, девчонки. Тут даже не наблюдает, а любуется. Девочки фотографии ваши пересматривает, облизывается, слюну так подтирает, девчонки. Ой, влюбился, ой, влюбился, ой, влюбился, говорю. Сначала говорю, потом достаю карту, это нормально. Влюбился, девочки, влюбился. А ты мне скажи, пожалуйста, у меня такое, девочки, пошло. Знаете что он моложе, девчонки. А я хочу уточнить этот вопрос. У нас мужчинка здесь моложе, да? Я права. Ой, вы такая холодная. Вы начальницей вообще у него можете быть, девочки? Или у вас статус такой, что, знаете, он не может к вам подступиться? Девчонки, здесь мужчина точно моложе. Ой, влюбился. Ой, такая холодная, такая серьезная, мечом как долбанет. Ну, я ее так люблю, боже мой, как она меня к себе тянет. Это просто что-то. Девчонки, здесь мужчина, все. Пиши пропало. Ой, влюбился, девочки, вы посмотрите, что творится. Ой, хочет быть для вас важным, хочет быть для вас императором, проявиться хочет. Хорошо. Что тебя сдерживает в твоем проявлении? Что тебя сдерживает? Ну, там королева мечей, я бы тоже, как говорится, девчонки, труханула бы проявляться к королеве мечей. Но давайте мы узнаем. Мужчина, дорогой, что здесь перевернулось? Планирует, девчонки, планирует. Здесь, возможно, какие-то рабочие моменты, но мы сейчас будем уточнять. Боится, девчонки, боится. Рабочие моменты его ограничивают, девчонки. Вы может быть, начальница какая-то моя хорошая. Ну, прям здесь такие энергии идут. Очень сильные дамы, очень сильные. Прямо по энергиям, я вот говорю о вас, у меня мурашки бегут по коже. Ну, здесь прям такая дама такая. Вот знаете, вот царица, императрица не меньше. То есть здесь прям такая энергия, все под контролем. Но при этом не скажу, что вы там какая-то агрессивная, какая-то мегера. Нет, здесь вот какое-то благородство в вас. Вы на сотрудников своих не будете кричать, орать. Нет, вы слишком хорошо воспитаны, вы слишком благородны для этого. Вы совершенно по-другому можете на место поставить словом, да, спокойным причем. Ну, здесь мужчина боится, здесь мужчину ограничивают рабочие моменты. Сейчас, говорит, проявлюсь, она меня, говорит, кастрирует и с работы выгонит. Девчонки.
Не знает, он абсолютно не знает, не понимает, как вы к нему настроены. Да, он боится агрессивной реакции с вашей стороны, мечтает о вас. Ну хорошо, а проявляться там будешь? Девчонки, я напоминаю, что это ваш будущий муж. На секундочку. Вот это молодое чадо, которое по вам сохнет, и у которого вы являетесь каким-то начальником, руководителем, либо просто сотрудником выше по статусу, будет вашим мужем. Ой, продумывает все. Я, говорит, так-то тоже это самое, не лыком шитый. Ну, девчонки, здесь для кого-то проиграется, что мужчина действительно моложе вас, 5-6 лет моложе, может быть. Для других проявляется, что в вашем присутствии из-за того, что у него к вам чувства, он как-то теряется. Девчонки, ведет себя как-то незрело. Но у нас король мечей, здесь мужчина такой достаточно холодный, сдержанный, продуманный, справедливый, честный, холодный рассудок всегда. По солнышку чертовски привлекательный может быть. Но не в том плане, девочки, я сейчас не про внешность. Если бы вышел дьявол, я бы сказала, да, чертовски привлекательный. Но нет, здесь солнце. Он такой... харизма, вот эта мужская энергетика, вот эта мужская харизма, вот эта мужская мощь, она прям, женщин притягивает. Безусловно, здесь на него могут обращать внимание другие дамочки, да? Но вот что хочу сказать, вот эти чувства к вам, они, конечно, мужчину сейчас меняют очень сильно, меняют. Вы, возможно, если уже поняли, о ком идет речь, то вы, наверное, и замечаете в нем какие-то странные изменения. Здесь мудреет мужчина, мудреет мой хороший, мудреет, умница какой. Девчонки, но здесь к вам, конечно же, будет проявление. Проявление будет в ближайшее время, что-то, может быть, напишет. В интернете, девчонки, я напоминаю, что он за вами следит очень сильно. Вот мне идет по энергиям на регулярной основе. Вот уже, знаете, утром человек встает, зубы чистит, кофе себе наливает, а этот бежит к компьютеру, чтобы посмотреть ваши фотографии, которые уже 3500 раз пересмотрел. Ну, девчонки, вот такое вот мне вам идет. Хорошо, покажите мне мою прекрасную даму, моих прекрасных дам, как они будут чувствовать, ощущать себя в браке с этим мужчиной. Ой, тут какой-то новый период начнется. Закончится у вас какой-то тяжелый период. Вот что-то сейчас вас гложет, что-то тяготит, что-то мучает. Вот какой-то вот такой период сейчас в жизни, как вот хочется сказать, как черная полоса, девчонки. Ну, закончится это все. Здесь десяточка кубков. Девчонки, здесь вот именно такая семья у вас будет не по пентакликам, да, а по кубкам, наполнение, поддержка друг друга, теплота, любовь. Вот тут все такое. А, вот она и пентаклевая. Ну, в деньгах нуждаться не будете, мои хорошие, совершенно точно. Ну, мужчина будет к вам очень страстный, очень страстный. Что здесь, Господи Боже? О чем здесь это? Что вы меня пугаете? Девочки, Господи, я напугалась. Девчонки, вот я же говорю, какой-то непростой у вас сейчас период в жизни, вот разочарование, слезки. Почему мы плачем, мои прекрасные дамы? Я не поняла. А что это за слезы? А что это мы тут, я не поняла сейчас. Вы что? Дамы мои, да вы прекрасные, да вы богиня. Здесь по энергии сама Афродита спустилась ко мне в расклад. Что там, какие могут быть слезы? Ходи, сияй, это самое. Что, моя прекрасная дама? Не нужно вот этого, не нужно. Вытирай свои слезки, полируй свою корону. И пошла покорять этот мир. Все к твоим ногам. Ты прекрасная королевишна. Господи, какие слезы. Я тебя умоляю. По справедливости здесь говорится о том, что вам дается мужчина, который действительно будет импульсивный, который не будет... Тем не менее, что он, смотрите, вот как все сходится, он король мечей, но он сейчас меняется, девочки. Вот королей мечей у вас было в жизни много, у меня такое ощущение идет. Сдержанный, холодный, прагматичный, ум никаких чувств.
Вот такие у вас уже были. Вот здесь этот мужчина, он меняется ваша любовь, его будет менять. Здесь мужчина будет огненный к вам, страстный, импульсивный. Все свои эмоции он будет выплескивать, все свои чувства он будет выплескивать. И здесь то, что вам нужно. По тузу мечей это то, что мне нужно, это я хочу, это мне надо, это я так решила. И по справедливости говорится о том, что ваши слезки, ваши вот эти переживания, вот это вот измученное сердешечко заслужило такого мужчину. Девчонки, ну мысли материальны. Вот о чем думаете, то вам и приходит. Я же об этом из расклада в расклад говорю. Вот здесь дама себе четко поняла, четко решила. Мне нужен вот такой страстный, чтоб любил меня, как говорится, до потери пульса и в прямом, и в переносном. И чтобы какие-то поступки безрассудные в мою сторону совершал, романтичные. Вот здесь дама так решила, такой мужчина к ней и идет. Вот и все. Вот и все. Ну что ж. Такой у меня был расклад для моих прекрасных королев Пентаклей. Не забудьте комментарий, лайкосик. Мне будет. Вам не сложно, мне приятно. И что ж, мои хорошие, опять я беру буквально минуточку, чтобы переключиться. Мы сейчас переходим к мужчинам. Напоминаю, мои прекрасные дамы, что если в раскладе для женщин сейчас вы не увидели что-то, не услышали что-то, что с вами резонировало бы, что откликалось бы в вашей душе прекрасной, посмотрите мужской расклад. Вот там вы можете в качестве дамы, которая идет к мужчине, узнать себя. Вот и все. Расклад общий. Здесь любая информация может оказаться вашей. Какая конкретно, это, девочки мои, интуиция. Ну, мы все здесь волшебницы, мы все обладаем интуицией, поэтому я уверена, что вы свою информацию получите. Ну что ж, первый король у нас король жезлов, огненная стихия, огненные знаки зодиака, король жезлов. Знает ли он свою прекрасную даму? Для мужчин сделаю так по-быстренькому, сильно углубляться не буду, потому что мужчин у меня очень мало на канале, очень мало. Так, первый мужчина заприметил, первая женщина заприметила, и знают ли друг друга. Поехали. Так, здесь мужчина заприметит. Друг друга не знаете, абсолютно, друг друга не знаете. Дама вас первая увидит, первая начнет как-то обольщать. Обольщать. Ничего себе, карта дерева. Здесь, возможно, на каком-то семейном празднике познакомитесь, либо семья вас как-то сведет. Здесь что-то семейное. Угу. Так, возьму другую колоду. Почему-то мне захотелось взять другую колоду. Эта колода, наверное, уже устала. Бывает. Итак. Какая дама идет в вашу жизнь? Дама-звезда. Дама такая, знаете, тоже может быть какая-то известная дама в своем кругу, в интернете. Закрытая немножечко такая, близко к себе не подпускает, старается сейчас быть в таких холодных мечевых энергиях, но хочется любви, хочется чувств. Такая дама идет к вам. Зачем-то убрала эти карты обратно, ну, значит, так надо. Какая дама идет к вам? Господи боже, карты летят. Карты летят. Так, двойка кубков перевернулась. Дама идет для обоюдной любви. Дама, которая будет безумно вас притягивать. Дама, на которой вы сразу же зависнете. Вот сразу уже. Несмотря на то, что дама заприметит вас первой и, возможно, какой-то знак внимания вам окажет, подвиснете и влюбитесь здесь вы, мужчина. Вы. Необычайно красивая будет для вас дама. Такая ресурсная в плане энергии. В
плане энергии. Красивая, притягательная и... Увидите вы эту даму в двух ипостасях. Вроде как и нежная, домашняя, такая уютная, и в то же время холодная, мечевая. Женщина такой руководитель, да? Вот вы знаете, спокойствие этой дамы вас просто поразит. Вот для вас это будет какой-то ценностью, что дама спокойная, контролирует свои эмоции, ни о каких истериках, ни о каких эмоциональных взрывах здесь речи не может идти. Здесь дама очень сдержана, гармонична, полностью контролирует свои чувства и эмоции. Для вас это будет необычайной ценностью, необычайной. Что по семерке мечей вы здесь мне пытаетесь показать? Что? Ух ты, Матерь Божья. Ну, что ж, мужчина вы будете какое-то время как обманываться. Обманываться в том плане, что, ну, сдерживать чувства свои тоже. Сдерживать свои чувства не в том плане, что у вас тут здесь какой-то обман, ложь, предательство, нет. Вы будете обманываться тем, что будете достаточно сдержаны, холодны, король мечей, королева мечей, вот как-то под стать женщины будете держаться. Но внутри здесь мамочка дорогая, внутри здесь наслаждение жизнью, вообще жизнь прекрасна рядом с ней, здесь трансформация, здесь колоссальные изменения внутри вас будут происходить, и в итоге женщина любимая, в итоге женщина, ну, страх, конечно. Женщина непростая. Будете планировать, как к ней подступиться. Ага. Угу. Да. В такие пентаклевые энергии потом выйдете после вашей трансформации и прочего, и 5 и 10, не буду в это углубляться. Поймете, что женщине этой нужна стабильность, этой женщине нужен мужчина приземленный, который не витает в облаках. Чувства, да, прекрасно, но на чувствах, как говорится, не прокормишься. Вот здесь такое понятие сознания придет, и все будет прекрасно, потому что, напоминаю, мы смотрим расклад на вашу будущую жену. Эта дама и станет вашей будущей женой. Хорошо, давайте немножко заглянем, если нам покажут, где произойдет встреча. Сказала жену, и выпала императрица. Я сегодня в ударе, девчонки. Я сегодня в ударе просто. Сегодня выдаю вам максимум моих энергий и знаний. Ну и мужчины тоже, если кто смотрит. Так, у нас уже 1:12, боже мой. Темное время суток, дорога. Что? Ну, я же говорю, здесь вот как семейный какой-то праздник будет или что. Вам на этот праздник не захочется идти. Вот у вас такое желание будет, не хочу я туда идти. Вот как оно мне не надо, что ли. Здесь какой-то вот семейный праздник в доме чьем-то будет, семейный, семья здесь будет собираться. По луне, темное время суток, дорога у вас будет. И вот как вот такое ощущение, что из-за дороги не хочется туда идти. Потом по итогу там все будет весело, и вы тут в жезловых энергиях. Что по десятке? Угу. Ну, то есть вы приедете с каким-то не очень хорошим настроением, ехать вам туда не хотелось, но вы все же поедете, какое-то настроение будет не очень, но потом вы, не знаю, может, подвыпьете, может, что, настроение у вас появится, энергии переходят в жезловые, в ваши родные, веселье, пьянка-гулянка. Угу. Ну что ж, веселье, пьянка, гулянка начнется после того, как вы вот в таком настроении «мне ничего не надо, что я здесь вообще делаю», почувствуете безумное притяжение к даме, которую увидите. Она вам какой-то волшебной покажется, и здесь вы свои жезлы, конечно, на нее навострите. А она такая: здравствуй, здравствуй, я мечевая.
И здесь вы как-то немножко притормозите и будете уже тщательнее планировать свой подход к этой даме. То есть поначалу по жезловости, по легкости, но вас здесь быстренько поставят на место. Дама вас не отпустит, она будет вашей женой. Какие у вас будут отношения в браке? Как вы себя будете чувствовать в браке с этой дамой? Стремительно все будет развиваться, какой-то тяжелый период закончится, период борьбы, период отстаивания чего-то своего. Тоже углубляться не буду, каждый поймет. Дом, стабильность, семья, наполненность. Ну, здесь быстрое формирование вас как императора, то есть глава семьи, несмотря на то, что женщина у вас там такая сильная и уверенная, постепенно вы станете главой семьи, любовь, наполненность, вы победитель, то есть все будет прекрасно. Будет немножко такая проблемка, что вы будете сопротивляться чему-то новому, ну, да, отказываться от чего-то нового, как-то вот вам страшно что-то новое начинать, переживания у вас всегда, если что-то новое, вы всегда переживаете, боитесь, но я думаю, здесь ваша дама, вашу вот эту внутреннюю борьбу направит совершенно в другое русло, да, вот тут вас будет как будто как обучать, во-первых, выжидать, во-вторых, не бояться, в-третьих, видеть, где ценность, где перспективы, ну, достаточно гармоничный союз. Поздравляю вас, мои прекрасные жезловые короли. Переходим к следующему мужчинам. И здесь у нас мечевые. Здравствуйте. Воздушные знаки зодиака. Я приветствую вас. Итак. Ой, видео будет длинное, девчонки. Главное, чтобы у меня телефон не вырубился. Так. Фух. Я сегодня стахановец прям. Итак. Мужчина выйдет первый, мужчина будет первый проявляться, первый заприметит, дама первая заприметит, смотрят друг на друга знакомые. Опа, чуть не пропустила. Так, мужчина первый заприметит свою прекрасную даму. И да, вы знакомы, прям уже где-то рядышком, прям уже в энергополе друг друга находитесь. Так, карта сама перевернулась. Между вами вот какой-то якорь. Между вами есть препятствия на данный момент для того, чтобы быть вместе, но в то же время у обоих есть понятие того, что я нашел именно того человека, которого искал. Итак. Знакомы. Есть уже понятие того, что это мой человек. Но что-то мешает. Ну, давайте начнем с того, что где вы познакомились, откуда вы друг друга знаете. Здесь уже было проявление чувств, но кто-то из вас от этих чувств ушел. Отказался от этих чувств. Скорее всего, дама. Было с вашей стороны проявление чувств к этой даме, но она отказалась. Для нее это тяжелая ноша. Почему? Почему для нее это тяжелая ноша? Здесь статус какой-то. Здесь говорится о том, что да, дама не свободна, дама в браке находится. И для того, чтобы ответить вам на ваши чувства, ей по башне нужно разрушить отношения с королем Пентаклей. У нее есть статус замужней дамы. Хорошо, но я напоминаю, что мы смотрим на вашу будущую жену, и она будет вашей женой. Как дама на самом деле относится к вам? Внутренняя борьба,
есть притяжение. Ну, здесь даму останавливает только то, что ну, ее моральные принципы, ее моральные устои, ее воспитание. Здесь Господи, мужчина, здесь женщина тормозит себя по справедливости только за счет того, что она не имеет права так себя вести, потому что она имеет статус замужней дамы. Вот и все. Это единственное, что ее останавливает. На выборе, дама, на выборе. Пойти в новое, либо остаться с мужчиной, которым она есть. Но какой выбор она сделает, мы знаем. Это ваша будущая жена. Какой выбор она сделает, мы знаем. Вы для нее будете ценностью. И я сейчас хочу узнать, что послужит толчком, пинком, волшебным пенделем для того, чтобы дама закончила свой брак. Что послужит волшебным пенделем? Чувство. Чувство, привязанность к вам, страсть и желание добиться вас как мужчины. Ну, иметь вас как мужчину рядом с собой. Вот именно это и будет волшебным пенделем для вашей прекрасной дамы. Ну что ж, как вы будете ощущать себя в браке с этой дамой? Здесь начало нового этапа, совершенно верно. На чем здесь? Ну, смотрите, в первое время почему-то я вижу здесь ссоры, конфликты, как притирка какая-то. Ну, учитывая то, что вы мечевые короли, да, это не удивительно. Это не удивительно. Слишком холодные, слишком сдержанные, слишком продуманные. Угу. Ну, пойдут новые энергии. Помудрейте здесь немножко. А вот, знаете, конфликты неизбежны. Я не рассказываю здесь сказки о том, что люди встретятся, поженятся и будут жить долго и счастливо. Нет, здесь будут конфликты, будут ссоры, притирки характеров, безусловно. Но, как говорится, мужчина здесь у нас умный, мужчина у нас здесь, скажем так, продуманный. Пойдут новые энергии через мудрость какую-то, которую мужчина обретет. Да, изменения будут, и ваша огненная дама этому поспособствует, потому что с ней радость, потому что она жена, потому что она вот одна и единственная, потому что с ней я счастлив и я готов меняться. Ну что ж, император на дне колоды неудивительно. Ну, здесь притирка характеров, и в конце концов никуда вы друг от друга не денетесь, мужчина здесь немножечко поменяется. Ну, то есть придет осознание, понимание того, что надо бы мне немножко измениться. Вот такой у меня был расклад для мечевых. Король кубков у нас здесь. Здравствуйте, мои водные знаки зодиака. Опять тасую втором. Сейчас переключусь немножко. Уже болит горло. Тяжело уже говорить, тяжело. Голос подсел немножко. Ну, я сегодня жгу для вас, мои хорошие, поэтому ваш лайк под видео, комментарий мне будет очень приятен. Я сегодня отжигаю для вас. Я, можно сказать, за этот расклад просто выгораю. Все для вас, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были осведомлены и вооружены. Итак, король кубков. Если выпадает первый мужчина, значит мужчина запримет, мужчина будет первый действовать. Если дама, значит дама будет первая действовать. И знакомы ли вы сейчас? Если смотрите друг на друга, то знакомы. Если не смотрите друг на друга, то не знакомы. Господи, язык мой уже. Итак, покажите нам даму этого прекрасного короля кубков и его будущая жена. Опа! Выбрали карты. Здесь уже любовь какая-то. Интересно. Король кубков. Что-то между вами тут уже что только не было, мне идет. Так, это не та дама.
Опа. Ну, здесь вы свою даму первый заприметите. Первый. А вы рядышком, а вы знакомы. Итак, что между вами? 3 карты осталось, вытягиваю. Ох ты! Ох ты, тут интересно, как девчонки. Ух ты, еще и рыбы выпали, ёкарный бабай. Девочки и стабильность. 3 карты. Тут господи, по всаднику, тут вы, мужчина, уже прям с какими-то новостями к даме собрались. Вы уже прям летите к ней, вы прям несетесь к ней. Вы не то, что друг друга знаете, вы прям несетесь к этой даме. То есть вы уже все, коня, как говорится, запрягли и понеслись. Вот это интересно. Вот это интересно. Хорошо. Так, мне интересно теперь. Теперь мне интересно, где вы эту даму увидели? Где вы эту даму увидели? Где встретили? Опа. Вы посмотрите, опять 3 кубков выпадает, как на королеву кубков. Ой, или кто там была? Королева жезлов. Огненная дама. Здесь такое чувство, что это ваш мужчина, вот который король кубков. Встреча, где 3. Встреча, где 3. Как... Да что-то переворачивается. 3. Посмотрите. Разбитое сердце перевернулось, и дама. Такое ощущение, что мужчина встретил женщину, сразу же влюбился, сразу же безумное притяжение. Сердечко тут какое-то измученное было, начало оттаивать. И встречи происходили, или встреча была не наедине с дамой. Кто-то еще присутствовал. Кто-то еще присутствовал, наедине вы не были с этой дамой. Угу. Хорошо. Каких аспектов это касается? Там работа, еще что-то. Старались быть сдержанным, старались бы не проявлять свои чувства, эмоции, закрытый. Приезд. Ваш приезд к даме, ее приезд к вам. Что-то здесь такое. Хорошо, где это происходило? Ну, здесь королева Пентаклей, выпало такое ощущение, что... Так, ну, во-первых, мне здесь показываются обоюдные чувства, но дама здесь показывается как женщина, которая платит. Платит. Женщина, которая платит. И которая как отбивается от ваших чувств. Ну, по крайней мере, у вас такое ощущение при встречах с этой дамой складывалось, что ей как бы ваши чувства не нужны. Она такая самостоятельная, изобильная, оплачивает тут что-то вам. Ну да, здесь рабочие моменты. Очень интересно. Очень интересно. Хорошо, а как дама? Эта дама как расположена к нашему королю кубков? Как дамы? Внутренняя борьба. Что интернет? Ой, интересно, здесь дама как сопротивляется подглядывать за вами в интернете, как будто сама себя ограничивает, не хочет подглядывать за вами в интернете. У меня здесь такие энергии идут. Дама известная какая-то в своих кругах. Ну, вот что, ну, чувство есть у дамы, чувство есть. Но вот, смотрите, здесь четко выпадает, что здесь противоречия вот эти вот, и внутренняя борьба у вашей дамы, потому что вы не действуете. Вот ожидание вас как жезлового короля, как мужчину, который проявляет свои чувства, который берет инициативу в свои руки, и вот этого, я так понимаю, не происходит, и дама уже вот от вас на данный момент огораживается. Раз мужчина ничего не делает, значит, у мужчины нет ко мне чувств. Это логика всех дам, и, ну, как бы, она имеет место быть. Если мужчина ничего не делает, значит, мужчина ничего не чувствует. Это понятно. Здесь дама как вот прям огораживается от вас, пытается, вот простыми словами, пытается вас забыть. Все. Потому что вы не действуете, потому что дама уверена, что у вас нету к ней никаких чувств. Нету к ней никаких чувств. Ну да. Здесь дама считает, что она себя обманывала, что вы к ней... Ну вот я опять же сначала говорю, потом достаю карты.
Здесь дама уверена, что она в самообмане, что она себе это придумала, что ей показалась какая-то симпатия с вашей стороны, что на самом деле вы холодный, мечевой, вам сугубо на эту даму плевать. И она здесь также выходит в мечевые энергии и пытается вас забыть. Вот такая история. Бляха-муха. Простите. Но здесь прям... Ладно. Но это ваша будущая жена, на секундочку. Хорошо. Что послужит толчком для воссоединения этой пары? Покажите мне. Что послужит толчком для воссоединения этой пары? Жезловые энергии, о чем я и говорила. О чем я и говорила. Ну, здесь, во-первых, мужчине надо взять на себя ответственность за эти отношения, вообще за будущее этих отношений. Здесь мужчина должен взять на себя ответственность. У вас сейчас, мужчина, жизнь прекрасна, у вас, в принципе, все есть. И достаток, и развлечения, и кайф от жизни есть. Но, всегда есть но. Нет этой дамы, а хотелось бы. Так вот, если хотелось бы, то здесь говорится о том, что вы должны взять на себя ответственность как мужчина за будущее этих отношений. Да. В прошлом вы не брали эту ответственность. У вас было много возможностей и шансов проявить свои чувства и дать будущее этим отношениям, но вы отказывались от этого, для вас это было слишком тяжело. Почему тяжело? Ну, потому что надо домашним человеком стать, семейным, а вам не хотелось, вы хотели, да. То есть вы отсекали. Вы отсекали эту возможность того, что серьезные отношения, брак и так далее и тому подобное, вам этого не хотелось. Ну что ж, поздравляю вас с трансформацией, мои уважаемые короли кубков. Я так понимаю, трансформация здесь идет уже давно. Ну, потому что здесь уже идет планирование, уже есть осознание того, что это шанс на счастливое будущее, на стабильность. Такое ощущение, что были мечты. Мечты, и пришло время по башне эти мечты рушить. Пришло время выходить из состояния подвешенного, думать, гадать, фантазировать. Пришло время стать семейным, потому что безумное притяжение к женщине, потому что женщина уже удаляется от вас. Вы это по луне, вы чувствуете всем сердцем, всеми фибрами своей души, что дама от вас уходит. Уходит. Что время ваше истекает, и дама действительно здесь пытается вас забыть, она уходит. Не знаю, почему я так начала доставать эти карты, значит, так надо. Ну что ж, волшебным пенделем для ваших отношений, для начала ваших отношений зависит от мужчины, от вас, мужчина, целиком и полностью. Целиком и полностью. Блин, опять перевернулась. Ну что ж, вам здесь говорится о том, что карты перевернулись сами, вам говорят, это ваш подарок, ваша королева жезлов, ваша ведьмочка, ваша огненная страстная дама, необычайная, волшебная, это ваша семья. Это ваша семья, та, о которой ты мечтал, но от которой всячески закрывался. Ну, хорошо, покажите мне, как мужчина будет себя ощущать в браке с этой прекрасной королевой жезлов. Стабильно. Стабильно. Спокойно, стабильно, приземленно, без всяких взрывов эмоций и прочего. Стабильненько, тихо, спокойно, гармонично. Ну, здесь чувства будут. Чувства. То есть здесь мужчина у нас чувственный, и дама очень чувственная и страстная, очень глубокая, будет вас как короля кубков наполнять. То есть если в обществе вы король пентаклей, такой сосредоточенный на работе, такой бизнесмен, такой прям весь из себя, то дома с этой дамой вы любящий, нежный, уси-пуси, муси-пуси, миленький мой, так, милота какая. Ну, любовь. Любовь, морковь.
У вас не будет сомнений, что вы сделали правильный выбор. Вот, карта, пожалуйста, у вас не будет сомнений, что вы сделали правильный выбор. Здесь новые энергии, здесь сменяются энергии ваших страхов и какого-то опустошения, одиночества в собственном доме. Здесь сменяется жезловыми энергиями. А жезловые энергии у нас откуда? Правильно, от жезловой королевы. Выход в новое, абсолютно в новое. Не скажу, что здесь все будет прекрасно, конечно же, оба будут трудиться над отношениями, но самое, что для вас важное, что в отношения будут вкладываться оба. Оба как-то меняться, как-то перерождаться. Заканчивается что? А здесь я скажу так, что заканчиваются ваши уроки. После вашего воссоединения закончатся ваши уроки, закончится вот этот период в жизни, когда вы чего-то там страдали, проходили и чему-то учились. Здесь сами высшие силы вас друг к другу ведут. И все в ваших руках, мужчина, все в ваших руках. Ну, я говорю в руках, и тут у нас на данный момент вот идет какой-то отказ от этих чувств. Но пока вы сомневаетесь, пока вы сопротивляетесь, пока вы отказываетесь, дама ваша, к сожалению, уже в вас разочаровалась и уходит. А дама ценная. Дама ценная. Есть ли вероятность, возможность того, что здесь мужчина, ну, так и не разродится и потеряет свое счастье, потеряет? Ух ты, мамочка, есть. Есть вероятность, есть. Угу. И вот здесь прям вот как намекают, что бери все в свои руки. И, ну, здесь вот шестерка жезлов, это карта победителя. Но мне сейчас идет по энергиям, вот как попробуй. Просто попробуй, просто сделай шаг, попробуй. Вот здесь вас как толкают уже, потому что время уже, да. Потеря этой дамы чем грозит? Разбитым сердцем, разочарованием, глубочайшей потерей, вот как часть души потерял. И стагнация на долгие годы, то есть на других дам смотреть не будет желания. То есть здесь какой-то вот прям опустошение, ну, все закрывает информацию. Ладно, что-то я тут много покопалась, ну, значит, так надо было. Такой расклад у меня был для вас. Уважаемый король кубков, который тормозит что-то, заканчивай тормозить. Просто попробуй, и все. Никто тебя за это не прибьет. Итак, у нас остались короли пентаклей. Я приветствую вас, мои короли пентаклей. Так, я что хочу сделать так. Фу, сейчас немножечко выдохну. И погнали. Это последний король. Господи боже, надо, наверное, будет на две части делить. Уже горло болит, спина болит, уши заложила от энергии от всех. Ну, ладно. Итак, если выпадает первый мужчина, значит мужчина заприметит даму, будет первый действовать. Если дама заприметит, будет первая действовать. Если смотрят друг на друга, значит уже знакомы. Я напоминаю, что это земные знаки зодиака. Земные. Опа. Мужчина первый заприметит свою даму. Первый заприметит. А когда у нас мужчина первый заприметил, то значит они уже знакомы. Знакомы. И что между вами сейчас? Дорога. Между вами какая-то дорога. Все, я уже прошу прощения, я уже заговариваюсь. Между вами какая-то дорога, между вами какое-то движение вперед, между вами какое-то движение к будущему. Вот так вот завуалированно нам ответили. Между вами какие-то новые начинания. Ну что ж, вы заприметили эту даму. Вы ее заприметили. Она в вашем энергополе находится. Хорошо. Где вы встретили эту даму? Что это за дама? Ой, очень интересно. Дама
с которой у вас сейчас какие-то обостренные отношения, которой вы пытаетесь манипулировать, потому что это ваша ценность, вы считаете ее своей, и вот здесь прям ревность и попытки манипулировать дамой. Интересно. Здесь есть переписка между вами, которая разбивает вам сердце. Ну, я так хочу сказать, что дама здесь крутит-вертит. Такое чувство, что она сейчас своим поведением разбивает вам сердце. Но здесь мужчина сдаваться не собирается. Честным и нечестным путем борьба будет продолжаться, пока мужчина не получит свой шанс. Ну, это правильная позиция здорового, адекватного мужчины. Что ж, волшебный пендель. Какой будет волшебный пендель для воссоединения этой пары? Что послужит волшебным пенделем для воссоединения этой прекрасной пары? Ну, ваша настойчивость, мужчина, ваша настойчивость, ваша демонстрация того, что вы готовы брать ответственность. Здесь прям защита своих интересов, здесь ухаживание, то есть вы своего добьетесь. Здесь мужчина прям своего добьется. Хорошо, как дама сейчас на данный момент к вам настроена? Покажите, как дама сейчас на данный момент к вам настроена. В холодных энергиях. Что? Ну, здесь, знаете, как бы я сказала, демонстрирует она к вам холодность, но при этом она ждет от вас следующего шага. Вот это я точно могу сказать. Здесь... Да, здесь родство душ, дама к вам настроена очень тепло, по кубковости имеет чувства, но здесь какие-то изменения внутри самой дамы происходят. В интернете у вас может быть общение, в интернете подглядывает. Ну, здесь обоюдные чувства, что-то меняется в даме, возможно, вы сможете сломить вот эту вот холодность ее какую-то, потому что здесь трансформация какая-то идет. Ну, любимый мужчина, и видит она вас в своей семье, своей семьей. То есть здесь чувства обоюдные, мужчина. Однозначно. Я хочу посмотреть, как... Здесь все прекрасно. Здесь мужчина хочет и будет добиваться дамы, которая демонстрирует холодность, но на самом деле безумно влюблена в этого мужчину и ждет его следующего шага. Вот этот следующий шаг и станет, как говорится, ключом к вашей счастливой жизни. Вот и все. Здесь дополнять и рассусоливать не о чем. Я хочу посмотреть, как мужчина будет чувствовать себя в браке с этой дамой. Без притирки характеров не обойдется, но здесь, скажем так, ваш брак будет претерпевать изменения, и опять виной всему холодность вашей дамы. Ну, по иерофанту, простите, по иерофанту вы с этим справитесь. Ну, здесь обнуление. Работа. Будете работать оба над своими отношениями. Если в даме что-то нужно поменять, дама поменяется. Если в вас, то вы поменяете. Здесь прекрасный вклад в отношения с обоих, неважно, сторон. Солнышко, радость. Не скажу, что здесь будет все прекрасно, гладко. Нет, такого не будет. Будете работать, будете вкладываться, будет новая энергия, какое-то совместное дело. И рано или поздно этот этап закончится тяжелый. Тяжелый будет для обоих. Наступит радость, любовь и гармония. Ну, как я и сказала, притирка характеров, она будет. Она никуда не денется. Потому что дама достаточно такая сильная личность. И вы очень сильная личность. Поэтому, ну, будете здесь немножечко притираться. Вот такой для вас у меня был расклад сегодня. Глобальный мега расклад. Пожалуйста, напишите в комментариях, нравятся ли вам такие расклады, интересны ли они вам. Буду благодарна за лайки, буду благодарна за подписку. Мне очень приятно, меня это мотивирует снимать для вас другие расклады. Ну что ж, как обычно, я желаю вам любви, счастья, здоровья и любящего и надежного человека рядом. С вами была Свирика. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.